Добрый вечер еще раз, уважаемые коллеги. Good morning, Мерилин. Добрый вечер, Екатерина. Доброе Good утро. morning. Good morning. Доброе утро, говорит нам Мерилин. У нас огромная разница во времени. В Канаде утро, в России вечер. So there is a huge time difference between Canada and Russia. So that's why Marilyn greets us with good morning and we say good evening. Да. В этот торжественный и очень волнительный момент In this very exciting and very special moment, хочется поблагодарить Мерилин за то, что она нашла время выйти к нам в эфир и поздравить врачей, провести вебинар для них. we really want to thank you for making time for us to take part in this conference and to participate in this webinar for doctors. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы сегодня целый день говорили о важности психологии и интеграции психологии в медицину. So dear colleagues and friends, today during the whole day we have been talking with you about this importance of integration between medicine and psychology. Поэтому ярким завершением сегодняшнего дня станет вебинар Мерилин. And today our bright final of our day today would be the Merilin Atkinson webinar. Потому что Мерилин это выдающийся специалист в этой отрасли. Because Merilin is a very bright and prominent specialist in this field. И для нас очень важно, что из первых уст врачи узнают о том, как можно быть стрессоустойчивыми. And it is really important for us that you, our dear doctors, will be able to hear all this wisdom about resilience from Merilin Atkinson. Дорогая Мерилин, еще раз огромное спасибо. Dear Merilin, thank you so much again. Мы слушаем вас очень внимательно, мы ждали этого события и welcome, добрый путь. So we've been looking forward to this event, so we're ready to start. Okay. Well, hello, doctors. Hello, listeners. I'm very pleased to be here with you today. Ну что, добрый день, доктора, здравствуйте, слушатели. Я очень рада сегодня быть с вами здесь. I would love to be in your conference. I suspect you're talking a lot about our new frontier, this new post-COVID world. Мне бы на самом деле очень хотелось поприсутствовать на вашей конференции. Я полагаю, вы очень много говорили о том, с чем мы сейчас сталкиваемся, о нашем постковидном пространстве, этом новом мире. Some of you probably know the Life Change Index score. Наверное, вы знаете этот индекс. 1 to 500. 1 к 500. The death of a spouse is equal to 100 points. Divorce, 73 points, etc. So that if people get up to level 300, they're in deep, 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 deep stress. Вы знаете, что если мы попадаем в индекс 300, то мы на самом деле в огромном стрессе. You may work with this. It's easily found on the internet. Вы наверняка работаете с этим индексом стресса, и вы наверняка можете найти это даже в интернете. Well, COVID, of course, is a high stressor. It's up there at 100 points. И COVID – это, конечно же, то, что запускает огромную реакцию на стресс, это больше 100 единиц. And it triggers many, many other stressors. Stress in the marriage, stress in the job, stress around illnesses that you may have.
Конечно же, он триггирует и запускает другие стрессовые ситуации, с которыми вы сталкиваетесь в работе, в браке, еще в каких-то ситуациях. Это все просто вот так распухает и растет на глазах. So just for this hour we have together, put yourself in your patient's shoes. What do they need to know about stress? И вот за этот час, который мы сейчас проведем с вами, поставьте себя на место своего пациента, и что же с ними происходит, когда они приходят к вам в этом уровне стресса. So on one hand, I'm going to talk to you about what you know about stress. On the other hand, about your patients, what they need to know. С одной стороны, я буду говорить о вас и с вами, о том, что вы знаете о стрессе. С другой стороны, я буду говорить о вашем пациенте, и что им нужно знать о стрессе. So there's a lot of things we've learned. И мы First, многому we know how научились. stress debilitates people. And second, we know how we can move beyond stress. На самом деле мы знаем, как стресс может дестабилизировать людей, но мы уже знаем, что нам нужно сделать, чтобы это преодолеть. You have a short time with your patients, say in an intake interview. Ну, представьте, что у вас сейчас есть сессия с вашим пациентом. You can use that time to truly raise their stress response ability hugely. И на самом деле вы можете воспользоваться этим временем, когда вы разговариваете с своим пациентом, чтобы на самом деле повысить их уровень стрессоустойчивости. И у вас есть власть сделать это действительно очень значительно. And with that goes their motivation, their ability to build their own willingness to take the medication, do the exercise, or whatever it is that you have prescribed for them. И на самом деле в этот момент у них появится и мотивация, и приверженность, и готовность делать упражнения, принимать лекарства и выполнять все те рекомендации, которые вы им предпишете. So I want to take this short time we have together to talk about how people strengthen their resilience with stress. Я хочу уделить внимание за то небольшое время, которое у нас есть, тому, как люди могут развить в себе эту способность восстанавливаться. Now, I'm going to show you a PowerPoint here and ask you to do the exercise. Я сейчас вам покажу некоторые слайды, попрошу вас сделать упражнение. And the question is a scale, and you can give it to your clients and your patients as well. И вы увидите шкалу, которую вы можете применять и к себе, а также и к своим пациентам. The scale is from 1 to 10, and it's about bounce back ability. Эта шкала от 1 до 10, это именно шкала, которая тестирует вашу способность восстанавливаться. We cannot move ourselves out of the post-COVID world. There's stressors that come whether we want them or not. Мы не можем избежать с вами всего того стресса в постковидном мире, с которым мы сталкиваемся. Мы не можем сейчас этого избежать. So what we call resilience is the ability to bounce back no matter what happens. Так вот, то, что мы называем устойчивостью, стойкостью, это ваша способность восстанавливаться, что бы ни произошло. People can build this. They can build it into a habit. И на самом деле люди могут научиться этому и сделать это их привычкой. No matter how much stress they've had before, they can rebuild their whole habit system around the ability to bounce back. Неважно, сколько стресса они испытывали в жизни, они способны восстановить систему реагирования на стресс, что бы ни произошло. So just scale yourself for a moment. On a scale from 1 to 10, what is your bounce back ability like? И вот сейчас оцените сами себя по шкале от единицы до 10. Какова ваша способность восстанавливаться? Поставьте себе эту оценку. If 10 out of 10 is total bounce back ability, 1 out of 10 is you don't know how. Where are 10 you из on that 10. scale?
10 из 10 – это у вас отличная способность это делать. 1, ну, не очень хорошая. Где вы? Оцените сами себя. Okay. Now, you can easily answer that. So can your client. And with that, as you talk with your patient, ask them, would you like to build the ability to bounce back? И на самом деле вы можете провести это же упражнение со своими клиентами, показав им, пациентами, показав им шкалу, и задав вопрос, что вам, где вы и что вам нужно делать, хотели бы вы приобрести эту возможность восстанавливаться. Can I ask you a question about the slides? Is there any difficulty to upload? It's not able to upload. So we're не получается загрузить слайды сейчас. So we won't use the slides. They'll try to help you. It's okay. See, the thing is, bounce back ability starts here. Ну вот, вся суть в том, что именно сейчас нам нужна эта способность восстанавливаться и реагировать на стресс. Actually, I have just got a message from tech support. You can try to refresh the page again. Okay. You can try to refresh the page. Okay, we will. Now, let's keep going. Давайте продолжать. Belief. People can learn to create a self-fulfilling prophecy towards resilience, bounce back ability. На самом деле люди способны создавать убеждения. Это определенная система, которую вы сами можете для себя создать. If you want to have research on this, I can send you 20 books, well-documented research in English, and I'll be happy to. Если на самом деле вам интересно, я могу вам выслать до 20 книг. На самом деле очень много было проведено исследований на наши способности создавать эти убеждения, как они влияют на нас. Они на английском, но я буду рада с вами поделиться. And that shows that people who believe that developing their stress response muscles makes them invulnerable become invulnerable to even the biggest stressors. И на самом деле это исследование показывает, что люди, которые верят, они способны создавать такую систему этим убеждениям, что они действительно будут неуязвимы, действительно неуязвимы. And this one decision, disruption eliminates the negative thinking and fear zones that link to the stress response. So we're going to go into that. Мы сейчас детально поговорим о том, какое нужно принять решение, чтобы на самом деле именно это решение все изменило, и вы смогли иначе реагировать на стресс. They tell us our points are working, so we'll use them in the future. The slides will be in the future, you said, yes? Yeah. Слайды чуть попозже сейчас появятся. Okay. So we want to build resilient circuitry. And that is the ability to view our internal stressors as having some benefit. И что нам нужно сделать? Выстроить определенную систему устойчивости, чтобы эти факторы, которые приводят нас к стрессу, мы смогли использовать в пользу для нас. Now, notice how this works in the world. All strong leaders have bounce back ability. Great visionaries have bounce back ability. Обратите внимание, как это происходит в мире. Все потрясающие мировые лидеры имеют эту способность восстанавливать. Различные визионеры мира тоже имеют эту способность восстанавливаться. Think of someone like Mahatma Gandhi. Подумайте о ком-то, как Махатма Ганди. Very, very able to take all the times he was beaten, tortured, very much harmed, and turn that into bounce back ability, not only for himself, but through neurons, through his whole culture. Посмотрите, что он сделал, ведь испытав огромные лишения, мучения,
его били и пытали. Несмотря на все это, он смог обернуть и развить свою способность восстанавливаться в то, что он помог не только себе, но и благодаря зеркальным нейронам он смог на самом деле показать это всей своей нации. Many people thrown into concentration camps showed that ability. Очень многие люди, которые оказались в концлагере, показывали эту способность. Viktor Frankl, for example. Виктор Франкл, например. But you probably know many as well. Но я думаю, я уверена, что вы много таких людей знаете также. They turn the stress into something that had benefit for them. Они превращают стресс в нечто такое, что становится для них крайне полезным. Something that would give them motivation to move forward. Что-то, что будет давать им мотивацию двигаться дальше. So when we talk with people about stress, we ask them, how does this stressor provide opportunities to stretch yourself and learn new skills? И когда мы разговариваем с людьми о стрессе, мы на самом деле задаем вопросы, показываем им, как стресс дает им возможности дальше расти и просто усиливать себя и развиваться. How might this stressor make you a stronger, wiser, or a better person? Как этот стресс может сделать вас просто сильнее, мудрее, просто лучше, более хорошим человеком? Now, people might throw that back at you. И, конечно, люди могут вам ответить. Ask yourself for a moment. Но на самом деле сейчас спросите сами себя. Because people learn from you by mirroring you. You're the doctor. And they tend to take on your attitude and your beliefs about what a stressor means. Потому что очень важно, люди склонны учиться от вас, зеркаля вас, и они смогут научиться этой способности, уверенности от вас, если вы в это тоже верите. Now, we need to do this with empathy, with kindness, with genuine interest. И нам нужно это сделать очень искренне, с искренним интересом, с добротой. It's a key difference. We can't just be tough about it. We need to be listening and responding. This is what we call a coaching approach. И вот это очень важный момент, что нам нельзя быть очень жестким в этом, нам нужно проявлять сочувствие, сострадание, принятие. Это то, что мы называем коучинговым подходом. First of all, we get their interest in discovering how they can build their own inner resilience. И, во-первых, мы начинаем смотреть на их истинные интересы, обнаруживаем, как они сами могут выстроить и развить у себя эту внутреннюю стойкость. You probably know that if somebody's in your office and they're complaining or blaming or in some kind of a anger or fear state, just taking 3 deep breaths clears the brain of various critical chemicals, for example, cortisol and noradrenaline. Что очень важно, вы наверняка знаете, вы, вероятно, знаете, что когда кто-то находится у вас в кабинете, человек может жаловаться, он может переживать, он может быть преисполнен гнева, злости или, наоборот, страха. И то, что нужно сделать, это 3 раза глубоко вдохнуть, чтобы снизить уровень гормона стресса, кортизола и адреналина. So you can do this in a stressful moment. This is something you probably know well. Я думаю, вы можете это делать, когда вы находитесь в стрессе, и вы, возможно, делаете это хорошо, знаете это хорошо. But then you can also teach people how to visualize. И затем вы можете научить людей тому, как они могут строить видение и визуализировать нечто. Now, don't call it visualization, because that's scary for people. И не называйте это визуализацией, потому что это пугает людей. Treat it very casually. Отнеситесь к этому очень так, легко. When you've completely gone through the steps and changed your diet so that you have
a diet that pauses this diabetes. И когда вы ему скажете, вашему пациенту, что когда ты пройдешь все шаги по своей диете, например, это диета, которая будет помогать тебе справиться с диабетом, Pauses the reactions you have or the inflammation response. например, эта диета, пройдя все шаги, поможет тебе остановить развитие этой болезни или какое-то воспаление. And you see yourself genuinely doing what's important to you. И вы говорите пациенту, что вы сможете представьте себя искренне, как вы делаете то, что вы хотите делать. What do you see yourself doing? И что же вы видите там? Что ты там делаешь? When you've healed these bones, how are you moving now? И когда вы чувствуете эту связь, как вы начинаете двигаться сейчас? So get them curious. Заинтересуйте их. What will it look like when they've actually learned something from this stressor and now have moved through it? Заинтересуйте их в том, как это будет выглядеть для них, как они будут чувствовать себя, когда они на самом деле чему-то действительно научатся из этой стрессовой ситуации, как это поможет их в их развитии. Just be a little curious about it yourself. И просто действительно полюбопытствуйте и относительно себя. Does this stressor provide an opportunity for you to stretch yourself? Дает ли этот стрессовый триггер вам какую-то возможность, чтобы развить себя? How do you see yourself learning from this? Growing from this? Каким вы видите себя, когда вы чему-то научились, развили какие-то способности? How might you use this stressor to improve your emotional and physical health? Как вы можете использовать это состояние стресса для того, чтобы улучшить свое эмоциональное и физическое здоровье? Your lifestyle. И вообще-то ваш образ жизни. How might you use it to take better care of yourself? Как вы можете использовать это, что наконец-то начнете о себе заботиться намного лучше? Now, this often brings up complaint. Difficult, can't, hard. Задавая эти вопросы своему пациенту, вы часто можете натолкнуться на жалобы какие-то. Это не получится, это очень трудно, я не могу. Then you can ask questions about what kind of commitment would be needed and how might you build that? А потом задайте тогда вопрос, а что нужно сделать, чтобы почувствовать большую приверженность? И как ты тогда себя будешь чувствовать? Now, these are coaching questions. Это вопросы из коучинга. I recommend learning solution-focused coaching because that is something that quickly turns into a habit. И я рекомендую вам все-таки научиться подходу в коучинге, ориентированном на решение, потому что это даст вам очень быстрое решение, чтобы сформировать привычку. So you're asking the person, how might this stressor help you grow personally? And you're inviting them to take a look at that person who has received that benefit and is actually doing it. И вы задаете вопрос своему пациенту, человеку, с которым вы работаете, как та ситуация, в которой он находится, эта ситуация со стрессом, поможет ему развить в себе новые качества, кем он станет в таком случае, чему он научится и как изменится его жизнь в будущем. Now I can hear responses from some of you. There's a big group here. Too simple, too bland. Я уже слышу, как вы мне отвечаете, я вижу, здесь большая группа, вы можете мне сказать, очень легко, прям, примитивно. It takes again and again, it takes practice. И опять, это нужно практиковать. Perhaps you know how the brain works, left hemisphere and right hemisphere. Я полагаю, вы знаете, как работает мозг, левое полушарие, второе полушарие. See, it's quite important to remember that every single time we visualize something, even briefly, the smallest curiosity starts to create linkages across the corpus callosum.
Я думаю, вы на самом деле должны помнить, как только вы начинаете что-то представлять, мозг начинает работать таким образом, что в мозолевом теле появляются связи. Any visuals Любой образ. increase the volume of white matter throughout the brain, which really assists resilience. На самом деле любой такой образ начинает создавать вещества в голове, продуцировать такие химические вещества, которые помогают выработать эту стрессоустойчивость. Corpus callosum first. I'll just show you some pictures quickly. Я сейчас покажу вам кое-какие слайды быстренько. Now, here we're looking at the corpus callosum. И вот мы смотрим с вами на мозолистое тело. And it is usually stopping connection between left hemisphere and right hemisphere. На самом деле мы видим с вами, что на самом деле это та преграда, которая находится между двумя частями мозга, левым и правым полушарием. Left hemisphere tends to pay attention to old habits, the things that have already been learned. So it pays attention to the comfort zone this person has established. В левом полушарии вы найдете такие центры, которые фокусируются на то, что уже вами озвучено, на зоне комфорта, то, что уже как-то структурировано. Right hemisphere is the area that stimulates visualization. А правое полушарие – это то, что стимулирует визуализацию. It looks ahead. It sees. It integrates visual possibilities. Оно может смотреть вперед, оно действительно видит, оно смотрит в будущее, оно может интегрировать эти образы и все возможности. And when it's strong enough, you get a flash of insight. И когда оно достаточно сильно, у вас может возникнуть эта искра инсайта и озарения. Now, usually you don't get them often unless you're asking inwardly. You're asking, what should I do here? How can I make a difference here? And then the insight comes. И вот так внутри вы действительно можете задавать себе вопрос, если у вас сфокусированы в этой части мозга, что я могу делать? И у вас может появиться инсайт. You've probably noticed that if you ask inwardly, you get inward responses that are usually useful. И вы, может быть, замечали, что когда вы действительно настраиваетесь и внутри себя задаете эти вопросы, вы внутри себя можете найти эти ответы. But it needs to be something connected to your purpose there, something connected to your longer-term aims. Но там должно быть нечто, что как-то связано с вашей целью, с вашей миссией, с вашими долгосрочными целями. Now, you as a doctor have taken the Hippocratic Oath. You are there to serve your patients. Вы, как доктора, принимали клятву Гиппократа. Вы понимаете, что ваше дело – это служение вашим пациентам. You, like myself, only have a few minutes with them. Но у вас, так же, как у меня, с ними всего лишь несколько минут. So asking them questions that take them into visualization are very useful. Поэтому, когда вы задаете им определенные вопросы, чтобы им показать их картинки, визуализации, это очень полезно. Especially if that is a focus on purpose, on results that they want in life, on fun, on quality of life, on meaningful life. What is it really? Особенно, если вы помогаете им сфокусироваться, задаете вопросы, основанные на их целях, на их миссиях, на веселье и просто на том качестве жизни, которое они хотят получить. Life is a journey full of stressors. Жизнь – это путешествие, которое полно стрессов. Knowing how hard that journey is for us humans is very kind. It's something they can sense from you.
И осознавая нас, и когда вы показываете, что вы понимаете, насколько это путешествие, этот путь может для них быть трудным, это их очень поддерживает. So we want to increase the white matter connection throughout the whole brain. И нам нужно создать такую ситуацию, что эти связи будут постоянно заново создаваться и усиливаться в мозгу. Now that does include working with the circuitries that we create every time we visualize. Это связано с нашей работой, с нейронными связями, которые мы создаем каждый раз, когда мы что-то представляем в голове. Invite your patients to practice. Предложите вашим пациентам практиковаться. Now it only needs to be a tiny practice, maybe even 10 seconds of their time every day. Это может быть какая-то очень крошечная практика, даже может быть 10 секунд в день. As soon as, remember learning to ride a bicycle. Вспомните, как вы учились. You went from, go ahead. Вспомните, как вы учились кататься на велосипеде. As soon as you started to practice, at first it was hard. You had to really focus. And then it got easier and easier and easier and easier until you were an expert in 3 weeks. Вспомните, что сначала это было трудно, вы были крайне сфокусированы, напряжены, но с каждым новым подходом вам становилось все легче, 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 и все. Через 3 недели вы буквально были экспертом. Now, most of you know that with practice, we myelinate the circuitries. That's why I'm showing you the circuitries here in a typical brain neuron. Вы наверняка знаете, что практикуясь, мы миелинизируем эти нейронные связи. Это то, что я вам сейчас показываю на экране. We create glial cells. It takes 3 weeks to myelinate these circuitries until nothing can disturb them. Мы создаем глиальные клетки, вот в течение 3 недель мы создаем такую крепкую структуру, что ничего не может разорвать эти нейроны. Now that's what we can do with the resilience habit. Это то, что мы можем сделать, формируя в себе эту привычку устойчивости и стойкости. Suppose you invite your patient to really see how after they've taken these steps, they will be a much stronger person. Давайте предположим, что вы говорите своему пациенту, представьте, что после, применив все те рекомендации, все те шаги, которые сейчас нужно выполнить, представьте, что вы действительно стали более сильным, здоровым человеком. You switch off the fear zone, the anger zone, all the old circuitries, and you turn on curiosity. Таким образом, вы действительно выключаете все старые нейронные связи, которые были сфокусированы на страхе, на злости, и вы создаете новые нейронные связи с любопытством. You can also do this with work-life changes or relationship upsets, anything that the person is stressed around. Этот же самый подход вы можете использовать в любой другой сфере, связанной с отношениями, с работой, с чем-то меняющимся в жизни, везде, где может быть стресс. As well as physical changes in the body. Так же, как и физические изменения в теле. The self-fulfilling prophecy works. Это самореализующееся пророчество работает. If you see yourself at the point where you've got that result, and then notice the steps that got you there. Если вы видите себя в той точке, если вы видите себя в этой точке результата, к чему вы стремитесь, и вы, оглядываясь назад из той точки, видите шаги, которые вас туда привели, вы там оказываетесь. You are on your way. И вы на своем пути.
Now, the practice only needs to be visualization. I'll give you an example. И вот практика здесь будет визуализация. Я приведу вам пример. Here's a picture of 3 different practices that basketball players in New York did in 1999. Здесь вы видите иллюстрацию 3 групп баскетболистов и определенных практик. Это был эксперимент, который был проведен среди спортсменов в 1991 году в Нью-Йорке. This was 150 teams. Там было 150 человек. 50 of those teams, all the young players were invited and told to simply practice 10 major moves every day for 15 minutes. And they agreed. 50 командам, там было 150 команд, и 50 командам были привлечены молодые люди, где было предложено делать только 10 упражнений, определенные движения. И они согласились. A second group was told to both practice those moves and spend a few moments every day visualizing that practice as perfect practice. Другой группе, второй группе было предложено делать эти же самые упражнения, но еще и представлять, как они это делают, прям проигрывать это в голове. And the third group was asked to only visualize. А третьей группе было предложено только представлять это. Now, these were each a group of 50 teams. So it was a big study. Это было очень большое исследование, потому что каждая группа представляла собой группу из 50 команд. There's a lot of interesting research done in sports psychology. Это было огромное, очень интересное исследование в спортивной психологии. Now, the results on the scale are shown below. И вы видите результаты на слайде ниже. The people who both visualized and practiced had the highest result. То, что люди, которые и визуализировали, и буквально тренировались, имеют большие результаты. But just below, notice. А теперь обратите в самой последней группе, обратите внимание, люди, которые только визуализировали. See, visualization only takes a few seconds. Видите ли, визуализация же занимает у вас всего лишь несколько секунд. And tell your patients, you don't have to see like in a big movie theater. You just need to ask the question and get a little flash. И скажите своим пациентам следующее. Не надо вам представлять это как на большом экране в кинотеатре. Это может быть просто, знаете, как искорка. And that creates these myelinated circuitries. И это создает эту миелинизированную сеть нейронов. Treat it like a small commercial. Представьте, что это маленькая реклама по телевидению. A 5-second commercial. Буквально 5 секунд. Где вы звезда. And you're seeing yourself, or at least imagining you can see yourself, just being the one who's mastered what it is that's been stressing you. И вы просто видите себя как того самого человека, который смог развить и справиться с той ситуацией, которая вас так стрессировала. And guess what? In a little while, that circuitry grows the myelinated circuitries, and they do it naturally. И представьте, что через какое-то время эти нейронные сети будут укрепляться, и люди будут это делать уже абсолютно естественно. Now, the third area involved is the medial prefrontal cortex. И третья вещь, о которой я хочу сказать, это префронтальная кора. And the research on this is very recent, very powerful. И совсем недавно вышло очень интересное, очень мощное исследование по этому поводу.
the medial prefrontal cortex is known to be the area linked to what we call the wandering mind. Медиальная префронтальная кора – это та область мозга, которую связывают с блуждающим разумом, если так можно выразиться. When you take a break from work, your mind just goes all over the place, right? Когда вы вот закончили работу или у вас перерыв, ваш разум, ваше мышление начинает так витать повсюду. Так ведь? Well, that's the same for everybody. Это одинаково для всех. But people under stress have much more of that because that is the area of their brain where they worry. Но дело в том, что люди, которые подвержены стрессу, имеют эту реакцию намного чаще и более интенсивно, потому что это то как раз место, где живет их волнение. And that creates all the worry words, create the chemicals that activate the amygdala down in the emotional center. И на самом деле это создает те связи, те слова о волнении, которые создают эмоциональную реакцию. And that sends messages through the whole body, all the way through the major centers and right into the adrenal glands, the liver, all the key areas, the stomach, where stress creates physical damage. The hippocampus. На самом деле это запускает реакцию на стресс на все тело, на все части, которые могут действительно повредить телу, начиная от глаз, реагируют надпочечники, гиппокамп, все. The hippocampus, our memory center, loses brain cells. It can actually atrophy if there's a lot of stress over time. Гиппокамп – это вообще центр, который влияет очень сильно на память, и под воздействием стресса это может даже привести к очень серьезным последствиям. Now, when you assist people to actively ask themselves, so what's the value of this stress for me? What am I learning from it? Guess what? И когда вы задаете вопрос своему пациенту, в чем будет ценность для вас, если вы достигнете того, к чему вы стремитесь, этой картинки, чему вы научитесь? И знаете что? Then that worrying center, the medial prefrontal cortex, has less connectors to the amygdala. Так вот тогда в этом центре беспокойства будет меньше этих связей с миндалевидной железой. And many more into linking to presence and ease in the moment. И будет больше связей с текущим моментом, с присутствием. So that when all three areas are working, the corpus callosum, the medial prefrontal cortex, and all the glial cells, you become strong. Когда все эти части мозга начинают работать, то вы действительно становитесь сильнее. People develop their leadership ability. Люди начинают развивать свои лидерские способности. They develop the ability to forgive others. Они развивают в себе способность прощать других. They don't have to armor themselves anymore. Им не надо больше защищаться. Non-forgiveness when we're afraid or angry means that we spend our times building walls, not bridges. Ведь когда мы с вами находимся в стрессе, когда мы не способны прощать, то мы на самом деле с вами строим эти стены вокруг себя. So by simply giving your patients the prescription to really take a little time and practice seeing what they want to accomplish in their life, their purpose, their aim after this illness or problem is over. Поэтому, когда вы выписываете...
quickly change. Поэтому, когда вы выписываете рецепт своему пациенту, уделите немного времени тому, каким видит себя ваш пациент, когда эта болезнь уже, или стресс уже позади, чего они достигнут и чего они хотят достичь. See, what they've been doing in the comfort zone is dissociation. Потому что, видите ли, то, что они делают в своей зоне комфорта, это на самом деле разрыв связи, диссоциация. You probably know how this works. И вы, вероятно, знаете, как это работает. It's pretty simple. It starts with anger or fear. Это весьма просто. Начинается это с гнева, со злости, со страха. Anger or fear, people typically learn to dissociate. It's as if they don't know what they don't know. На самом деле, когда люди испытывают злость, гнев или страх, люди типично реагируют на это то, что они стараются от этого отсоединиться. And that leads to lack of feeling in the body, lack of awareness of what you want. Это ведет к тому, что вы чувствуете недостаток осознания, вы не понимаете, что происходит с вашим телом. As soon as that's there, if we spend all day sort of either at home saying, okay, I'm not going to tell my spouse what I'm thinking or feeling, or okay, I've got to protect myself this way or that way, or at work, the same. И на самом деле, когда вы приходите в эту точку, начинаете так вести себя там весь день, в отношениях со своей супругой или супругом, на работе вы говорите, ладно, я об этом потом скажу, и это длится, это может реакция быть во всех сферах вашей жизни. It becomes a hardening habit. Это становится нашей такой привычкой, которая становится очень жесткой. And at the end of the day, people feel a sense of loss. И в конечном счете люди начинают чувствовать чувство потери. Well, what do? И что же мы будем делать? Your patient found some way to fill the gap. Вам приходит пациент, который испытывает эту нехватку. It could have been an addiction. Maybe they now eat too much. Может быть, у них была какая-то зависимость, или сейчас они вдруг начали очень много есть. It could be some way of fighting with their spouse. Они, может быть, начинают спорить и ругаться со своим супругом, чтобы заполнить эту пустоту. Just wanting to get some kind of energy going. Просто, чтобы получить какую-то энергию из этого. It could be becoming a workaholic. Это может быть человек, который становится трудоголиком. Or they could go shopping all the time. Или это те, кто начинает постоянно ходить за покупками и тратить деньги. The cell phone. Или телефон. Addiction becomes the way that people hide out. И на самом деле такие зависимости становятся тем путем, где люди пытаются, за которым люди пытаются спрятаться. And then how do they treat their children and their family? И то, как они обращаются с детьми, как выстраивают отношения с детьми в своих семьях. Generally, on a weekend, they say, wait, I need time just for myself. И на выходных они могут сказать, подождите, мне нужно время для самого себя. And they invoke the rules. You got to be this way. You got to do that. И они начинают устанавливать какие-то правила. Вот ты таким должен быть, а ты таким. And they see the difficulties in other people. И они видят, что с другими людьми что-то не так. Now, this creates a protective mindset, but it harms the body. Это создает, на самом деле, определенный склад ума, который защищает, но это приносит определенный вред самому телу. And the comfort zone breaks down. People discover they're lonely. People don't want to be with them. И на самом деле люди начинают чувствовать себя одинокими, и никто не хочет даже с ними уже и быть на самом деле. They're playing a role that doesn't work.
Они отыгрывают роль, которая называется «это не работает». See, this is why just discovering the stress response that works makes such a difference. What does it produce instead? И поэтому даже то, что нам удалось обнаружить, как мы реагируем на стресс, дает нам возможность посмотреть на то, что с этим можно теперь сделать. Now, here's your patient in front of you. И вот, представьте пациента, который перед вами. As that person sits there, maybe you've got only 15 minutes with them. Может быть, у вас всего лишь 15 минут на этого человека. They're in some old mindset Они why they're ill. Они застряли в своем мышлении, старом мышлении относительно того, почему они болеют. Learn to coach them. Вам нужно научиться работать с ними как коуч. So when you have really moved through this, what do you want to do next? Задайте им вопрос, когда ты с этим справишься, что ты хочешь дальше сделать? Okay, and how do you see yourself getting there? И как ты видишь, как ты добрался туда, к своей цели? How will you know when you have your results? И как ты поймешь, что да, вот сейчас ты получил свои результаты? What will that person be like? That you who's used this illness as a learning journey. Каким ты будешь человеком, как человек, который использовал свою болезнь сейчас как путь, чтобы чему-то научиться? So you're asking them exploration questions. Вы начинаете задавать им вот такие исследовательские вопросы. And as they explore, they start to define their aims. Когда они начинают отвечать на эти вопросы, исследовать их, они начинают определять свою цель. Now, if you have time to coach them further, learn to ask the questions of importance. Why is that important to you? И если у вас есть возможность работать с ними дальше, у вас есть время, задайте им вопрос о важности, задайте им вопрос, почему это важно для тебя. But you may need to ask why a few times. Но, может быть, вам придется задать это почему несколько раз. And why will that make a difference? И почему это все изменит? Now, pretty quickly, they find their values. И очень быстро, на самом деле, они начинают опознавать свои ценности. And they see this moment of difficulty as a potential way that they can really discover a key that unlocks their own next steps. И они начинают видеть свое затруднительное положение, свою проблему в ключе возможностей, что это ключ, который может открыть их потенциал. Please read some of the journals that I'm willing to send you about how powerfully this can be done in a short period of time. Пожалуйста, прочитайте те журналы, которые я с радостью вам отправлю, как очень быстро и эффективно это можно все осуществить. Women with breast cancer. Люди, женщины с раком груди. Starting to see themselves on that learning journey. They had far fewer visits to the doctor and far more remissions. У этих пациентов, они начинают видеть себя на этом пути, они открывают свой потенциал, и у них по статистике становится намного больше случаев ремиссии, и на это нужно не так много посещений врача. This is well-validated research. Это действительно признанное исследование. So create a self-fulfilling prophecy with the person. Вам нужно создать это самоосуществляющееся пророчество с человеком. Remind them that they need to forgive themselves. И напомните им, что они должны простить себя. And
a lot of people, they're used to being tough. They forgive myself. Come on. И знаете, многие люди, которые особенно привыкли быть такими жесткими, вам скажут: да ладно, простить себя. But tell them that self-protective armoring is very hard on us. Но скажите им, что на самом деле это, эти доспехи для того, чтобы всех защитить, очень тяжелые и наносят нам вред. And in spite of the difficulty of visualizing this, you can get much more life from moving towards what you want than from the safety of maintaining your comfort zone. И скажите им, что на самом деле, если вы будете представлять эту картинку, вдохновите их тем, что они получат намного больше, нежели оставаясь в этой комфортной, ригидной зоне, где ничего не меняется, но безопасно. What if by simply practicing the simple recipe for inner resilience, you were to discover 10 times the joy in your life you found so far? Скажите им, а что если, просто практикуя эту внутреннюю стойкость, вы будете испытывать в 10 раз больше радости в жизни от того, что вы делаете? We humans need at least 5 positives for every negative. Нам, людям, человеческим существам, нужно как минимум 5 плюсов на что-то 5 негативных вещей. So we need to look at this a few times. Поэтому нам надо посмотреть на это несколько раз. That's why people use coaching. И поэтому люди используют коучинг. And it leads to the experience of self-trust quite quickly. И на самом деле это приводит вас к тому опыту переживаний в вере самому себе. As you can see on this wheel, И вы видите это на they листе. start with fear and anger, but quickly with self-trust, they start to become much more present. Здесь мы видим, что мы начали с точки гнева и страха, но достаточно быстро мы приходим к ощущению доверия к себе и присутствия. Their sensory awareness opens up. И появляется вот это повышенное ощущение, острота чувств и осознанности. They start to see others in a responsive way. They can start to listen to people. Они начинают действительно видеть людей, откликаться на них. And they can get very specific around their goals and how to get there. И они начинают очень конкретно видеть свои цели и то, как им нужно их достигать. All by focusing on vision and creativity a little bit. И всего лишь совсем чуть-чуть это мы фокусируясь на визуальной картинке и на созидательном процессе. Now they do need to take action steps, but they can be very small, like the small visualization daily. И, конечно, нужно делать какие-то шаги, но они могут быть очень маленькие. Буквально какая-то маленькая визуализация, но каждый день. But they start to build the glial cells that connect all the systems, and the corpus callosum gets thicker, and the medial prefrontal cortex gets to be linked this way. Но они начинают развивать эти глиальные клетки, и мозолистое тело становится толще, и все части системы начинают формировать новые связи, и эти связи становятся все крепче и крепче. If you believe you can, you're right. Если вы верите, что вы можете, вы правы. If you believe you can't, you're right. И если вы верите, что вы не можете, вы тоже правы. So what we visualize becomes what we live. И то, что мы визуализируем, становится нашей жизнью, то, что мы проживаем. Now, back to stress again. Ну что, назад к стрессу? Maybe you've known all of what I'm telling you before. I'm making it very simple, frankly. Может быть, вы, конечно же, знали все, что я вам рассказала. Я это очень-очень упростила. I'd love to read your commentary and questions. Я буду рада сейчас прочитать ваши комментарии и вопросы. I'll ask for them to be translated and sent to me.
Я попрошу их перевести и донести до меня эту информацию. I will be happy to take your information about where you want information sent. Просто сориентируйте меня, куда мне нужно посмотреть, чтобы прочитать эту информацию. And I invite you to look further into coaching with Erickson Coaching International. И я на самом деле приглашаю вас глубже посмотреть на эриксоновский коучинг компании Ericsson International. It's found in 20 cities across Russia. It's fully Russian for 20 years. Уже 20 лет вы можете найти это практически во всех городах России. And there's also the art and science of health coaching, which goes into details, very effective details in client care. И на самом деле здесь есть очень много больше, более научной и детальной информации, которая покажет вам, как можно взаимодействовать с вашими пациентами. And team coaching, which assists people to create hospital teams that really save lives. И на самом деле также вы сможете там сфокусироваться на командном коучинге, который поможет создавать такие команды, которые смогут действительно спасать жизни. So please connect with us and look further. Поэтому свяжитесь с нами, я дам вам всю дальнейшую информацию. I thank you, and I wish I could talk with you more. I think, is there room for one question here? Can somebody give me a good question? Думаю, здесь есть время сейчас есть для одного какого-то вопроса. Только для одного. Только для одного. У нас много вопросов. We have a lot of questions. I bet. Я уверена, что так и есть. Ну что, начнем? Shall we start? There's a time for more than one. There's a half an hour here for questions. У нас только 30 минут на вопросы. Не выбрать любой? Не-не-не, я сейчас буду читать, Кать. Пишут слова благодарности и передают, что, уважаемая Мерилин, глядя на вас, мы получили большой заряд энергии и путь к стрессоустойчивости. So people write a lot of words saying thank you to you and say that looking at you, we got this energy, we feel this energy, and we see the way now to stress resilience. Благодарят за вдохновение. And people thank you for inspiration. Вопрос. The question. 3 недели это надо выдержать. Какие техники вы посоветуете для поддержки пациентов или самого себя в течение этих 3 недель? Well, we were talking about 3 weeks, but it's actually, we need to deal with it. It might be too long, so we have to put up with it. So what techniques can you advise to support patients or a doctor during these 3 weeks so that we would be able to form this new habit? See, that's the art of visualization, because it might be 3 weeks, yes, but only 10 seconds a day. Это искусство визуализации. Это может занять 3 недели, да, но это же 10 секунд каждый день. Use Post-its. Используйте вот стикеры. Yeah, stickers. You can get 25 of them. Count 25. them and put them on your mirror where you brush your teeth. И прилепите их на ваше зеркало, где вы чистите зубы. Each time you take 10 seconds to visualize that result, take one Post-it off one pile and put it on another. Поэтому каждый раз, когда вы будете смотреть на них, визуализируйте свой результат, отрывайте и клейте рядышком. Спасибо большое. Link it to your cell phone. Link it to what you use all the time. Или заякорите, свяжите это с чем-то, что вы используете постоянно, например, с телефоном. Each time you put in the code, use a moment to see yourself strong. Каждый раз, когда вы в телефон будете вводить пароль, используйте это, чтобы увидеть, визуализировать себя сильным. Now you can tell this to your patients as well. И вы же можете сказать это своим пациентам.
See, it becomes much easier when you just take a small thing you want to do and link it to the whole result. Это намного проще, когда вы начинаете с очень маленькой вещи, которую вы делаете регулярно, и это связываете со своим глобальным, большим, целостным результатом. That's what coaching is all about. We call it the tipping point. We create tipping points. И вот это как раз о чем, это и есть коучинг. Мы создаем такие точки, на которые мы опираемся. So somebody does something little, but they know that it is linked to the biggest. Мы делаем что-то действительно маленькое, но мы понимаем, что это связано с чем-то действительно большим. Now, just knowing that creates the linkage between right hemisphere and left hemisphere. И просто знание этого создает определенную связь между правым и левым полушарием. And they begin to take on their biggest heart's desire for being alive. What's the purpose of my life? They become a leader. И они действительно начинают задумываться о чем-то действительно большом, о миссии их жизни, и они становятся лидерами. Does that answer your question? Я ответила на вопрос? Спасибо большое. Я думаю, да. Как понять, что пациент готов визуализировать и как подготовить к визуализации? How can we understand that the patient is ready to visualize, and what can we do to prepare a patient for this visualization? That's a very important question. Это очень важный вопрос. Спасибо за него. Generally, when people don't want to go near it, the armoring is created by non-forgiveness. На самом деле, когда вы видите, что человек не хочет ничего визуализировать, это защитная реакция, это то, что он выстроил, и чаще всего это непрощение, неспособность прощать. So they have, in some way, either built armoring against themselves or against another person, and it's always linked together. Скорее всего, они выстроили эту защиту, эти доспехи против либо другого человека, либо себя самого, чтобы защититься от себя самого. Then you may need to negotiate with them. И тогда вам нужно в буквальном смысле провести с ними своего рода переговоры. Tell them about what we're talking about. Tell them it costs far too much energy to stay in the zone of comfort. Скажите им, and they're experiencing that result. Скажите им на самом деле, расскажите им о том, о чем мы сегодня с вами говорили, и покажите им, что на самом деле, если они будут удерживать эту защиту, это будет поглощает очень много их силы, энергии, вместо того, чтобы тратить ее на созидание чего-то нового в жизни. Now, I call that place the comfort zone, this self-protective armoring. Я называю эту точку зоны комфорта, эти доспехи защиты. And we need to negotiate with them. The question is whether, in spite of all the difficulty in practicing this, you can get much, much more in your life from vigorously moving towards your deepest values than by staying in the old comfort zone. И нам нужно с ними договориться, нам нужно им показать, что вместо того, чтобы оставаться в нашей зоне комфортно, намного благоразумней двигаться с приверженностью к тому, что мы действительно хотим получить в этой жизни. Tell them it's hurting their body a lot, hurting their heart, hurting their stomach. Покажите им, что это действительно наносит вред их телу, их сердцу, их желудку. See, even a little practice will start the ball rolling. На самом деле, даже если они начнут немножко практиковаться, это уже запустит процесс. That's why we use coaching.
5 positives. И для And этого мы используем they started коучинг. really shifting their brain. Мы используем в коучинге эту систему 5 плюсов и утверждений, что запускает наш мозг. Думать иначе. As soon as we forgive ourselves, we can appreciate all the learning we've done so far. И как только мы способны простить себя, мы способны ценить и принять весь тот путь, то, чему мы научились, всему тому, с чем мы столкнулись. What if the journey so far had a purpose? А что, если наш путь имеет цель? And you are learning from it so that the next step can have joy. А вы учитесь, проходя этот путь, тогда следующий шаг – это, наконец-таки, научиться радоваться этому. What if you could appreciate yourself for the efforts you've made? А что, если вы научитесь ценить себя за те усилия, которые вы делаете? So you can build your future again. И вы можете построить, создать свое будущее вновь. Remember times in your life when you were able to forgive yourself or forgive others and just move past it. Вспомните сейчас о каком-то моменте в своей жизни, когда вы действительно смогли простить себя и что-то отпустить. And maybe you were resilient to other people's demands or problems. Can you remember a time like that? И, может быть, вы устояли против каких-то требований других людей, их проблем. Можете это вспомнить? You were resilient to the idea that you failed at something. И вы устояли против идеи, что да, я в чем-то провалился, в чем-то не See, преуспел. children and geniuses do this all the time. Дети и гении делают это постоянно. Thomas Edison building a light bulb. Томас 995 failures. Томас Эдисон создал лампочку, и представьте, сколько провалов было у него. Had to be persistent a bit. Надо, знаете, быть настойчивым, хоть немножко. Continually visualizing the next result. Постоянно представляйте, визуализируйте ваш будущий результат. So remember a time when you were resilient. Поэтому вспомните тот момент, когда вы действительно были стойки, были способны восстанавливаться. What did you do or say at that time that assisted you to stay resilient? Вспомните, что вы тогда сделали или сказали, что действительно помогло вам остаться устойчивым. Now compare that to another time when you fell into the old self-protection. А теперь давайте сравним это с другой ситуацией, когда вы на самом деле свалили свои паттерны защит. Notice the difference. И заметьте разницу. So what if you, by simply practicing this recipe, you could really build your inner strength, your true leadership in life, leadership to yourself. А что, если просто выполняя это очень простое упражнение, вы сможете выстроить свои навыки лидерства относительно себя и других? See, I'm giving you negotiation ideas. Ну вот смотрите, я вам даю идеи для переговоров со своим пациентом. That means we need to step out of our comfort zone to negotiate with someone. А это, конечно, означает, что вам нужно выйти из своей зоны комфорта, чтобы вести такой разговор. People will do that with their children. И люди будут делать так же со своими детьми. Because they see their children's potential. Потому что они видят потенциал своих детей. They'll argue with their children. You know, you're not living up to your potential. Они, знаете, начинают спорить со своими детьми, говоря, ты не реализуешь свой потенциал на полную. This person needs to look at their potential. Этот человек должен посмотреть и увидеть свой потенциал. See, they can't just be a little bit interested. Ну, знаете, они не могут быть слегка заинтересованными. We need to build their interest to the level of 100% commitment.
А нам нужно этот небольшой интерес, который появляется, превратить в стопроцентную приверженность. Do you remember times in your life when your eyes were ablaze with 100% commitment? I will do it. Помните ли вы момент своей жизни, когда ваши глаза просто сияли от приверженности на 100%? Я это сделаю. That's what we get when we envision our success. И вот это то, что мы получаем, когда мы представляем свой успех. Now, I hope I'm answering this question. It's a big Надеюсь, это достаточно большой вопрос, но надеюсь, я смогла на него ответить. Еще есть. Как достичь одновременной легкости и силы визуализации? Воплощать задуманное эффективно, но без напряжения. Ну, чтобы как бы не передавить, да, как-то вот так перевести. So how to create such situation that this practice of visualization will be at the same time efficient and light, not to pressurize the patient somehow, how to keep it light and easy. Do it with your tone of voice is what I suggest. Делайте это тоном голоса, то, что я предлагаю. Just have a light tone of voice about it. Просто настройтесь, пусть ваш голос будет легким. You know, what if you turn this around? Слушай, а если вот так мы сделаем? What if you just started seeing yourself? А если вот просто ты начнешь себя as someone представлять? who can break through this difficulty? Как кто-то, кто прорвался и справился с этими препятствиями. See, as soon as we know from the inside out that it works, И тогда мы понимаем изнутри, что это работает. we then start to dance with people in a way where they can listen to us. Мы начинаем такое взаимодействие выстраивать с людьми, как танец, когда они действительно начинают слышать нас, слушать. So start with yourself. Начните с себя. One life is all we have. У нас одна жизнь. And if we live it well, we live it for what we're committed to. Если мы ее хорошо проживем, мы проживаем ее с нашей приверженностью, то, чему мы привержены. And then the lifetime passes. И жизнь проходит. So to live without commitment is not to live at all. Поэтому если вы не проживаете жизнь стопроцентной приверженностью, по сути, это как будто вы и не жили. Now, we're all on a journey together. Поэтому мы все с вами в этом путешествии. Sometimes we call it the hero's journey. Иногда мы называем это путешествие в героя. Life comes at us full blast and throws many things in our face, like COVID. Жизнь бросает нам кучу испытаний, иногда в самое лицо такое, например, как COVID. And much harder times ahead are likely ahead. И на самом деле очень вероятно, что нас ждут более тяжелые времена. COVID is like a wave coming at us. Behind it is economic issues. Behind that is climate change issues. COVID – это первая волна. За ним идет проблемы в экономике и дальше климатические проблемы, климатические изменения. There are big things we human beings must face and our children must face. Это то, с чем мы, люди, должны будем столкнуться. Это очень крупные проблемы. Это будет касаться и наших детей. And in this life, we need to accomplish the quality of happiness and success that allows our children and the people around us to feel that as well. Поэтому в нашей жизни мы должны достигнуть такого качества жизни и успеха, чтобы люди вокруг нас и наши дети могли испытать то же самое. True leadership emerges with 100% commitment. Истинное лидерство появляется, когда у вас есть стопроцентная приверженность. And then you can take on the tone that's needed by that person.
И тогда вы сможете подобрать тот тон голоса, который нужен именно этому человеку. Study coaching to learn some of this. It's easy. Ну, получите коучинг, чтобы научиться этому. Это действительно просто. Take on the tone of the friend. Вы можете взять и выбрать тон, как будто он ваш друг. Take on the tone of the wizard. Или выберите такую интонацию, как будто вы волшебник, и вы знаете, что сейчас произойдет. Take on the tone of a leader, a wise elder who really has explored this for yourself. Или выберите интонацию лидера, действительно мудрого и знающего человека, который действительно исследовал этот вопрос даже для себя. Give yourself the right to find shining moments of yes. Дайте себе право найти этот сияющий момент «да». Огромное спасибо. Thank you so much. Есть еще у нас возможность или нет? Do we have the opportunity to ask one more question, Meryl? Oh, sure. Sure, конечно. Супер. На повторном приеме врач задает вопрос, болит ли как прежде, невольно возвращая пациента к боли. Как можно по-другому? So usually when it is, for example, the second visit of a person to this particular doctor, the doctor usually asks a question, do you have the same problems? Does it still hurt the same way? And so on. How else can we ask and get this information in a more, like in an alternative way? Yeah. Not returning the person to these memories of pain. Yeah. Exactly. Да-да. So that's a relevant question for sure. Это 100% вопрос в тему. First of all, we need some information about the current state. Прежде всего, нам нужно получить информацию о текущем состоянии дел. But we can talk about it without moving them into it. Но мы можем говорить об этом, не погружая их в это. So I like to use pictures. That may be useful. Я люблю использовать картинки, может быть, вы тоже. For example, например, if you look at a timeline, here they are now. Например, посмотрите, это линия времени, это где они сейчас. Invite them to look back. There were those moments. Предложите им посмотреть в прошлое, в тот момент, когда они вас были. But to overview it. Но как бы свысока. When you look back at those moments, когда вы смотрите на эти моменты, на эти события, how have you seen it? How have you seen it getting stronger, better? Как вы это видите? Каким образом вы стали уже сильнее? Как вы стали чувствовать себя лучше? So you're asking them for what is getting stronger or better. Вы спрашиваете их о том, как их состояние улучшается, как они становятся сильнее. And you're inviting them to see that actually become a true learning experience or a true healing experience. И вы предлагаете смотреть им на это как истинный опыт исцеления или опыт того, к чему они учатся по пути. So treat the moment now as a completely different moment. И тогда вы смотрите на точку сейчас, как на совсем другую точку. They're creating their future. Они создают свое будущее. They're actually in the process Они на самом деле в процессе. Creating something brand new out of this experience. Они на самом деле в процессе создания чего-то абсолютно нового, проживая этот опыт. So when they oversee it, which is the big piece.
to take a look at the whole journey. Когда они смотрят на это все с другой точки, как бы свысока, на весь путь целиком, Where are they going to be in the future? What will they have gained from this? они должны фокусироваться на том, где они будут в будущем, чему они из этого научатся. Then looking at what's still there Они действительно смотрят на то, что все еще там, is looking at part of that journey. но они смотрят на это лишь как часть этого пути. Now, just suppose there's been a difficulty, a physical difficulty, where it hasn't been getting better. Представим, была ситуация, что-то с телом, да, в физическом плане, где не полегчало. Then we need to create this future very strongly. Тогда нам очень сильно нужно сфокусироваться на будущем. Who are they becoming through facing this difficulty? Кем они становятся, сталкиваясь с этими сложностями? As they see that emergence in themselves. И как они видят эту срочность что-то изменить в самих себе. Now what are they discovering? Ах, вот что теперь они обнаруживают. About the power of change. Они обнаруживают силу изменений. Now, I'm giving you, I hope, some useful ideas. Надеюсь, я какие-то полезные вещи вам рассказываю. Now, of course, they may need to tell you how bad it is. Конечно, у них может быть потребность, им нужно высказаться и пожаловаться на то, как они себя чувствуют. If something hurts, it hurts. Если что-то болит, ну оно болит. But continually take them to the point where they can look beyond that. Но продолжайте вести их к той точке, где они могут посмотреть за рамками текущего переживания. And the resilience grows. И тогда эта способность восстанавливать, устойчивость будет расти. Огромное спасибо, Мерилин. Thank you so much, Merrilin. Я прямо заслушалась вообще, просто потрясена. Спасибо So большое. I'm really impressed. Can't stop listening to you. Еще есть несколько... Appreciate the challenges that medical doctors have, especially in COVID times. Я на самом деле очень ценю и понимаю, с какими сложностями сталкиваются сейчас доктора и медицинские работники, особенно во времена ковида. So I want to send you my full heart's greeting Поэтому from я someone who understands how big your challenge has been. Поэтому посылаю вам от всего своего сердца всю признательность, потому что я понимаю, с чем вы сталкиваетесь. Огромное спасибо. В чате пишут тоже большое количество слов благодарности. So thank you so much. People keep thanking you in the chat, writing the words of gratitude to you. Для нас большая радость ваше присутствие сегодня. So your presence here today is great joy for us all. Well, I appreciate the opportunity. Thank you. Я благодарю и ценю за эту возможность. Спасибо. Огромное До спасибо. свидания. Goodbye. Thank you very much. Thank you very much, Мерилин dear.